Приветствую, дамы и господа. Возьму статистику из воздуха. Мне кажется, что ровно 50% кликнувших на это видео знают, что такое дан-да-дан. Для тех, кто не знает, в первую очередь это прикольное слово. Дан-да-дан, оно забавно звучит. Во вторую, это манга в жанре комедийного ужастика, ужастика с натяжкой, про приключения школьников. Данное видео не является обзором, хоть и пытается на него походить. Тут будет просто мое мнение, которым я хочу выразить одну, как мне кажется, важную деталь. Анекдотов сегодня не будет, не волнуемся, они будут в рубрике «Необычное». Также вступаем в отряд мангера по адресу группы ВК и продолжаем. Я не поленюсь и своими словами расскажу краткий синопсис дан-да-дана. В центре истории есть пацан, который не верит в призраков, но верит в инопланетян. И есть девка, которая не верит в инопланетян, но верит в призраков. И между школьниками назревает спор, в котором каждый должен доказать другому существование инопланетян или призраков, при том, что ни первый, ни второй их не видели. Все просто, это сюжетная завязка. Звучит очень и очень прикольно. Вот здесь мы берем паузу, и я сейчас обращаюсь к тем, кто не слышал о дан-да-дане, кто не знаком с сюжетом и вообще далек от истории такого плана. Как вы думаете, что должно происходить дальше в такой истории? Как будут разворачиваться события? Можете написать хотя бы примерные мысли на этот счет, я с удовольствием почитаю комменты. Мне, как и любому взрослому ребенку, очень интересно, я один начал в голове рисовать охренительный сюжетный план или нас много? И пока аудитория, которая вообще не знакома с дан-да-даном, пишет свой коммент, я обращусь к тем, кто знаком с этой работой. Не воспринимайте мое видео как критику в какой-либо форме. Я никоим образом не хочу использовать категорически отрицающую риторику в сторону этой работы. В вакууме дан-да-дан нормальное развлекательное чтиво. В каких-то моментах манга, не побоюсь этого слова, интересно, особенно для своей возрастной аудитории. Дан-да-дан сёнэн, напомню, для мальчонков от 12 до 18 лет. В нем есть веселый экшон, есть околодетские проблемки и приличный шлейф пошлости и озабоченности. Автор Йокинобу Тацу, как мне кажется, хоть и юзает запрещенные приемы из важнейших тем пубертатного периода, но все равно подходит к этому вопросу более или менее с умом. Триггеры, которые он использует, работают. И в подтверждение этому могу лишь привести коммерческий успех дан-да-дана и массовую любовь аудитории. Возможно, причина вся в том, что он являлся ассистентом автора манги «Человек-бензопила», которая тоже последнее время набирает нехилую популярность. Но не суть. Мне не особо хочется рыться в биографии, поэтому с информацией о личности автора закончим. Я человек простой. Если вокруг какого-то произведения собралась определенная когорта людей, которой это произведение дарит приятные эмоции и удовлетворяет их критериям развлекухи, значит, никаких вопросов к работе у меня быть не может. На момент выпуска ролика я прочитал 29 глав, и из-за своей начитанности, опыта и наличием интеллекта чуть выше низкого прекрасно понимаю, что происходит с мангой. Повторюсь, в вакууме дан-да-дан прикольная штука. И значит, основной вопрос может быть только ко мне. Почему я разочаровался? Потому что, как мне кажется, у дан-да-дана нет четкой концепции. У манги напрочь отсутствует главная идея, основная мысль, на которую будут нанизываться события, персонажи и весь мир в целом. Я не могу понять, что я читаю. Мне кажется, сама манга не понимает, что она такое. Проще говоря, дан-да-дан больше походит на испытательный полигон каких-то авторских приемов, своеобразной обкаткой навыков как художника, так и сценариста, плюс слежка за реакцией своего читателя. Дан-да-дан пытается усидеть не просто на всех стульях, он пытается еще и занять максимальное количество этих самых стульев. Дан-да-дан — это и комедия, и ужастик, и мистика, и научная фантастика, главный герой — идеальный парень, главная героиня — идеальная девушка. Есть элементы повседневности, есть романтика, есть драма, в нем присутствует школа, есть развитие силового потенциала, словно это какой-то боевой сёнэн, есть подростковые переживания, приличное количество неплохого масштабного экшена, даже есть моменты, требующие от тебя пустить слезу. Но проще сказать, чего в дан-да-дане нет. И, само собой, все эти пункты присутствуют практически в каждом из сёнэнов, но дан-да-дан именно что хочет каждый из пунктов поставить на первое место, а не просто пользоваться элементами того или иного жанра. В нем, опять же, как мне кажется, нет целостности и понимания того, чем манга является. Нет грамотного объяснения работы мира, нет четких установок и правил нарратива. Все события происходят лишь для одной цели — завести персонажа
персонажей в щепетильную ситуацию. Но если попробовать описать дан-да-дан одной фразой, что у вас получится? Это типа трэш, типа там полный угар, там духи, призраки, инопланетяне и короче сиськи. И я не пытаюсь сейчас обсмеять работу. Повторюсь, в вакууме сюжет способен развлекать. Но если взглянуть на картину полностью, отсутствие стержня в истории влечет за собой весьма странный процесс насаживания мяса на скелет. Автор сначала придумывает комичную, интригующую или, как я описал выше, щепетильную ситуацию, а после пытается к этой ситуации приравнять окружающий мир. Все события больше походят на фантазию школьника перед сном о том, где и как он бы оказался с девицей, в которую тайно влюблен. И чтобы, конечно, он там был героем. Повторюсь еще раз, это неплохо. Можно получать удовольствие от таких трэшовых историй. Я лишь обращаю внимание на целостность продукта. Ведь дан-да-дан еле-еле держится только на одной детали. На взаимоотношениях двух подростков. И инопланетяне и призраки тут существуют только как связующее звено, не более. Мир, в котором существует история дан-да-дана, разваливается сразу же, как только из уравнения убрать две центральные фигуры. Другими словами, мир живет вокруг персонажей, а не персонажи в мире. Манга прекрасно работает для своей возрастной аудитории, но не способна хоть как-то удержать человека постарше и уж тем более заинтересовать детишку помладше. Не нужно возводить мои слова в абсолют, конечно, эта работа может понравиться как и детям, так и взрослым, но она для них совершенно не адаптирована. Мне сложно переживать историю, где на протяжении кучи глав мне постоянно показывают школьницу в трусиках, а после поднимают взрослую тему детских изнасилований. При этом сразу же после манга опять продолжает играть с читателем около пошлыми темами. Мне сложно поверить в историю о матери, любящей своего ребенка и отдающую жизнь за него, когда нам показывают, как главный герой днями напролет не появляется дома, не звонит тем же родителям и вообще не поднимает вопрос жизни вне истории. Или же когда та же самая родная бабуля главной героини без задней мысли отправляет девку на смерть, без малейшей заботы или боязни за нее. И, конечно, не хочу сказать, что мне неприятна эта манга. Скорее, максимально нейтрально. Я просто стараюсь разобрать на составляющие персонажей и мир. Сначала обсудим суть. Краеугольный камень основы истории и нахрена за ней следить. Уверен на 110%, что дан-да-дан читают только из-за взаимоотношения двух противоположностей. Пацана Тихони, который вечно извиняется, и девчонки Задиры, которая все время прет напролом. Это главная и единственная движущая сила нарратива. И уже вторая опорная точка удержания — это события, подстраивающиеся под нужды героя. Все, что происходит в истории, не выглядит как препятствие на пути, а больше походит на декорации забавных ситуаций. Вот нужно связать героев вместе. Автор вкрапляет в сюжет элементы, связывающие героев. Нужно показать, что пацан Мямля иногда может быть настырным. Автор создает условия, где Мямля ведет себя как мужик. Нужно показать, что сильная девка может быть ранимой. Давай создадим такую ситуацию. И мои слова могут быть не так понятны. Акцент я хочу сделать на том, что автор сначала придумывает ситуацию, а потом окружает ее миром, но никак не наоборот. В момент чтения я много раз словил себя на мысли, что автор ищет подходящий для дан-да-дана вектор движения. А точнее, он пытается ловко ухватиться за последний вагон поезда под названием «Хайп». Тут добавляется и команда из разных героев, словно это какой-то Шаман Кинг. Тут вам и развлекающие персонажи в образах разговаривающих животных с причудливым характером, словно это Джаган. Тут вам и герои с суперспособностями, словно это Моя Геройская Академия. Непонятные инопланетяне, словно вылезли из Ганса, а призраки пытаются быть творениями Дзюньцзиита только на супер-минималках. И все это приправляется абсурдным юморком Гинтамы. Заимствование — это, конечно же, неплохо, но при этом что нового дает дан-да-дан? И тут, скорее всего, всему виной мои неоправданные ожидания от концепта. Ожидания, которые начали рисоваться в моей голове в момент прочтения первых 20 страниц. И эти ожидания были разрушены самым нелепым образом, ибо задуманное сильно въелось мне в голову. Смотрите, в чем у нас загвоздка, а точнее загвоздка у меня. Когда мне кидают сюжетную завязку на первых страницах о том, что у детей затевается спор, победитель в котором получает приз, я начинаю думать, что это один из важнейших столпов идеи.
что на нем и строится весь нарратив истории. Особенно, когда в споре участвуют такие неоднозначно интересные вопросы: существуют ли привидения и существуют ли призраки, и существуют ли они по отдельности или же существуют они вместе. Сейчас расскажу, какой сюжет нарисовался у меня в голове, когда я услышал эту реально интригующую завязку. У нас есть две противоборствующие стороны. На одной пацан, который пытается найти доказательства существования инопланетян и предоставить их девке, а на другой девка, ищущая доказательства существования призраков. Никто из них никогда не видел реальные воплощения своей веры, и весь их информационный базис строится только на рассказах бабушки о призраках у девки и около РЕН-ТВшных уфологических журналов у пацана. Конечно, я как интеллектуально развитый читатель начинаю себе фантазировать следующий исход. Пацан постоянно пытается предоставить доказательства девке, но обсирается, и его доказательства попросту исчезают или уничтожаются. Девка в это время делает то же самое и точно так же регулярно терпит комедийное фиаско. Причем все это время они находят не прямые доказательства, а косвенные. И даже если кто-то из них умудряется достать улику, подтверждающую существование того или иного явления, они четко парируются и объясняются с научной стороны противоположным героям. Через такой скрипт мне как читателю могут раскрывать интересные дедуктивные или индуктивные способности каждого из малолеток и наполнять их глубокими интересными характерами. Также мне как человеку, любящему все эти околомистические и уфологические теории, могут преподносить реальные случаи или забавные мифы. Да на этом формате Утопия Шоу себе карьеру построил. И само собой, мистика и потусторонщина никуда не исчезают. Просто подаются они максимально дозированно. Иногда в истории оставались бы вопросы, на которые попросту нет ответа, но и доказательством они являться не могут. Даже, возможно, они не попадали бы под глаза героев, но нам, читателям, картина была бы ясна. Да, я согласен, такой ход больше походит на какую-нибудь серию Финеса и Ферба или Скуби-Ду. Но в отличие от этих мультиков, у нас есть две стороны, между которыми идет ожесточенная война. Короче, говоря проще, попробуйте представить себе секретные материалы с героями из Госпожи Кагуэ, при этом сверху подсыпьте Скуби-Ду и Финеса и Ферба. Как мне кажется, это могло бы быть крайне веселым зрелищем. И вот с таким видением будущего кайфового чтива я начинаю читать. И получаю я пока что историю, которая сама не знает, в каком направлении ей двигаться. Плохо ли это? Ну, наверное, нет. За таким разножанровым коктейлем наблюдать как минимум любопытно. Масштабная трэшовость — явление крайне редкое, и Дан Да Дан — прекрасный представитель того, как абсурдность может завораживать и развлекать, тем самым скрывая или замазывая неровные углы. В любом случае, надеюсь на то, что манга не скатится в скучные самоповторы и хотя бы будет продолжать удерживать градус шизы автора. Но каких-то глубоких тем, по всей видимости, ждать от нее не стоит. Я уверен, высказал абсолютно непопулярное мнение, и с удовольствием почитаю комменты от пылающих пердаков, если они там есть. Или же ознакомлюсь с другой точкой зрения, которую я скорее всего упустил в своем первичном взгляде. А на этом у меня все, спасибо, что посмотрели, увидимся в новых видео.